Друзья, всем привет! Сегодня канун Нового года, буквально пару дней остается до 31 декабря. Я сегодня приехал в лес, снова на поиски, заодно записать новогоднее поздравительное видео. Спасибо, что вы со мной на канале, смотрите мои ролики, смотрите мои походы в поисках золота. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Желаю вам, друзья мои, счастья в новом году, удачи. Всем, кто ищет, пусть найдет. Неважно что или кого. В общем, всего вам самого хорошего, друзья мои. Я взял с собой, не поверите, прошел уже почти год, даже больше. В прошлом году в каком-то из видосов я показывал вам, делал ловушку для золота. Прошел год. Наконец-то я эту ловушку решил поставить в реку, чтобы она работала и ловила золото для меня. Вот приехал на берег лесной речки. Я сейчас подойду, все покажу вам. И буду ее сегодня устанавливать, эту ловушку. А сейчас маленький секрет хочу вам рассказать. Видите, погода сырая, дождь со снегом идет. Хочу попить чай. Взял с собой термос. Хочу развести костер, чтобы посидеть у костра в лесу. Возникает вопрос, как сырыми дровами в сырую погоду быстро развести жаркий костер. Вот что делать? Все кругом сырое, все в снегу. Ни одной сухой веточки нет. Ответ простой. Это взять с собой из дома сухие дрова. Я взял вот такой ящик. Есть у меня от стройки осталась пропитанная маслом бумага, пергамин так называемый. Он горит очень хорошо, мгновенно разгорается. Ну и даже если это не поможет, у меня есть канистра с бензином. Надеюсь, костер у меня получится быстро развести. Все, друзья, сейчас разложу костер, наливаю чай и приступаю к установке ловушки для золота. Вот так вот легко и просто разводится костер в лесу в суровых условиях. Все, вот такой красивый костер я развел. Все получилось быстро, удачно. Отрезал кусочек хлеба, отрезал кусочек сала. Наливаю горячий чай. Сейчас быстренько сделаю маленький перекус. Около горячего костра погрею руки. И пойду устанавливать ловушку. Еще раз, друзья мои, всех с наступающим Новым годом. Счастья, удачи, здоровья в Новом году. Будем. Я сегодня за рулем, так что поднимаю только кружку чая. Вы уж там за меня поднимите 100 грамм вместе со мной, а я за рулем приехал вот на таком аппарате в лес. Приехал далеко, очень далеко. Ехал я от дома часа 2 примерно. Забрался в самую-самую тайгу, в самую дебри. Следов тут нет, следы только мои. Так что сегодня я буду заниматься спокойно. Можно костерок развести без палева. Никто меня здесь не узнает, не увидит. Вот так. Все. Сейчас чайку бахну и пойдем на дело. Сала в такую погоду зимой около костра. Самая тема. Ням-ням. Всем приятного аппетита, друзья мои. Все, друзья, я чайку бахнул. Костер уже почти прогорел.
Досочки сухие, прогорают быстро, тоненькие. И пошли устанавливать нашу ловушку для золота в ручей. Вот такой у меня прибор. Сейчас буду пробовать устанавливать его. Я уже сходил на берег реки, посмотрел место предварительно, заходил в 3 разных местечка. Тут есть перекаты с камнями, с валунами. К сожалению, уже наступила зима, и наступила уже следующая зима. В прошлую зиму, в прошлый год я не успел поставить эту ловушку. Работы было очень много, не мог выбраться в лес. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Проваливаюсь по колено. Снега очень много. Идти тяжело. Еще эта ловушка весит килограмм 20. Не знаю, куда показывает камера. Я сейчас только что вышел. Предварительно на разведку сходил, посмотрел местечко. Выше там сходил, посмотрел. Ниже сходил, посмотрел. В общем, так как сейчас зима, здесь очень много камней, но их сейчас под снегом не видно. Все берега в снегу, а мне очень нужны камни. Так, сейчас момент, я спущусь. Опа. Тут проваливаться можно очень глубоко. Вот уже провалился. Берег такой обрывистый. Фух. Так. Очень много камней в этом месте, но они все под снегом. Я единственное местечко нашел, где камни есть в воде, где их видно. Потому что мне камнями нужно притопить, пригрузить вот эту ловушку, потому что она деревянная, из досок сделана. И если ее камнями не прижать, она просто уплывет. А мне ее нужно поставить на самое дно. Все, вот такие вот дела. Нашел я местечко. Здесь лежит огромный валун посреди течения. Здесь вдоль берега много валунов. Но их не видно. Это тоже не видно. Идет течение, быстрина. И потом эта быстрина останавливается. И здесь такой маленький омуток, где скорость течения падает. Так что я буду ставить свою ловушку в это место. Здесь все усыпано камнями. Надеюсь, вам на камеру что-то видно. Очень много камней. Надеюсь, здесь есть золото, которое весенними водами затащит в мою ловушку. Сейчас моя задача найти камней, потому что где они лежат, непонятно. Буду брать из воды, которые видно. Мне сначала нужно их приготовить, поднести все к одному месту, где будет стоять ловушка, чтобы потом сразу их накладывать. Ой, течение быстрое. Блин, вода холодная, ёк-макарёк. Ой, вода холодная, ребята. Трындец. Я не подумал про резиновые перчатки, про теплые. Ёшкин кот. Как камни-то доставать? А камни-то нужны большие и нужны много. Нужно много камней. Осенью нужно было это делать, когда не было снега. Запоздал я с этими поисками в этом году. Ну ладно, уж как есть.
Ай, руки замерзли уже. Рукавички бы теплые, резиновые, непромокаемые, по локоть. Может, кто подскажет, есть, может, какие-то специальные, какие-нибудь промышленные, специальные, строительные, специальные. Я даже не знаю, существуют такие или нет. Может, кто подскажет с рукавичками, чтобы можно было копаться в холодной воде и не морозить руки. О, какой камень хороший, большой. Мне бы его взять. О, вот такого будет достаточно, думаю. Как мне его только поднять? Он весит, наверное, килограмм 40. Как мешок цемента. Ой, вода холодная. А еще. Опа! Опаньки. Фух. Все, камни притащил. Руки замерзли. О, ребята, помогите кто-нибудь с перчатками. Может, у кого-то есть. Может, кто знает, где можно найти специальные, хорошие для зимней работы в холодной воде. Холодно. Так, все, устанавливаю ловушку на дно. Сейчас я определюсь, как лучше поставить ее, в какое место. Вот, наверное, где быстрое место, где быстрая вода течет, чтобы этой быстриной промывало. Итак, погнали устанавливать ловушку. К сожалению, камера на голове, в руках ее держать невозможно. Я не вижу, что она там показывает, как она записывает. Сейчас немножко подправил, подрегулировал ее. Вроде стало получше запись идти. Итак, у меня место загрузки, загрузочная, скажем так, горловина широкая. Я специально ее делал, чтобы она побольше захватывала ручей. И я одним краем ее ставлю за камень туда, вот за тот. Ох ты, у меня сразу уносит ее. Как бы меня не спихнуло. Как бы меня не спихнуло вместе с ней. Она не всплывает. Блин, она всплывает, ребята. Она не тонет, нифига. Слишком много досок я наделал. Да, ёшный кот. Она не тонет. Она плавает. Ё-моё. Вот поэтому я и собирал камни, чтобы ее камнями прижать. Вот сюда в самом начале поставлю большой камень. Специально у меня прикручена досочка поперечная. Так вот. Опа. Сейчас я загружаю камнями полностью всю, чтобы уж точно наверняка она стояла крепко, потому что весной будет течение сильное, мощное, и чтобы ее не утащило. Бортики у нее сантиметров 12 получаются, так что между камнями и между дном, там где идет течение воды, получается туннель. И по тому туннелю, я надеюсь, будет тащить золото. Маленькие камни ложить не буду, чтобы они не попали вниз, там где рифли. Стараюсь ложить только большие, которые вниз не провалятся. Нужно еще больших камней положить. Вот таких же,
чтобы он поперек всего лотка ложился. И здесь положить. У меня в начале лежит, нужно еще в конце поставить пару камней. Вот есть еще огромный камень, но мне его, наверное, уже не поднять будет. Он очень большой. Да, он очень гигантский. Такой мне даже не укатить. Итак, друзья, вот такая получилась ловушка для золота. Пусть она стоит, работает. Сегодня у нас декабрь, 2023 год, конец декабря, вернее. Через полгода начнется весна, снег потает, пойдет большое течение воды. Водой, течением будет тащить породу, тащить камни. Надеюсь, потащить золото. И все это будет проходить через мою ловушку. Проходить и промываться. Так что следующим летом, весной пусть она отработает, а летом, когда снова поток воды уменьшится, поедем, будем проверять, что попалось нам сюда. Так что пусть она стоит, 6 месяцев точно будет стоять. Раньше ее проверять нет смысла, потому что все основное течение будет идти весной по большой воде. Нашел маленький по скриптум. Нашел еще один огромный камень. Руки замерзли. Вот такой камень огромный нашел, которым сейчас я прижму. Опа. Для более надежности. Для большей надежности, вернее. Прижму ловушку. Ой, руки замерзли, ребята. Ой. Так. Я его просто качу по дну реки, по дну ручья, потому что я не могу его поднять. Он очень тяжелый. Руки замерзли. Почти приехал. Опаньки. Ай. Опа. Опа. Здесь у меня есть еще одна поперечная доска. И этот камень большой положу сюда, около этой поперечной доски. Он в нее упрется и не будет шевелиться, и будет прижимать вниз. Опа. Опа. Фу. Есть. Опа. Есть. Все, установил. Вот теперь точно никуда не денется. Руки замерзли, ребята. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, удачи в Новом году. И до скорой встречи. Всем пока. Я продолжаю ходить, искать золото и радовать вас интересными роликами.